Привет, друзья! Близится праздник Святой Пасхи. И я хочу в этом видео поделиться своим любимым рецептом творожной Пасхи. Пасха по этому рецепту не требует отвешивания творога, заваривания и готовится без яиц. Рецепт подойдет для тех, у кого немного времени, а хочется к празднику порадовать семью домашней Пасхой. Обычно на ее приготовление у меня уходит не больше часа. Настолько быстро и просто она готовится. Также я покажу два варианта оформления Пасхи – в классической форме и сделаю маленькие Пасхи в силиконовых формочках. Мне нужны будут все продукты комнатной температуры, так текстура у Пасхи будет более однородной. Начну с того, что подготовлю формочку для Пасхи. Сбрызгиваю части формы растительным маслом и хорошо смазываю с помощью бумажного полотна, особенно тщательно зоны с орнаментом. Бумажное полотно впитает излишки масла. Благодаря этому Пасху будет легче извлечь из форм и при этом не повредить рельеф рисунков. Собираю форму и оборачиваю ее вверх пищевой пленкой. Устанавливаю форму на ровную устойчивую поверхность. Подготавливаю цукаты, нарезая их мелким кубиком, так как Пасха получается очень нежная, а с крупными кусочками ее будет неудобно нарезать. Для Пасхи я взяла цукаты манго, папайи и вишни. У них умеренная сладость. Мне нравится, что вишня дает пикантную кислинку, и это делает вкус более интересным. Вы можете взять те цукаты, что любите, или заменить их на сухофрукты или на орехи. Перемешиваю все цукаты. Замачиваю желатин в холодной воде и хорошо размешиваю. Начинаю готовить творожную массу. К творогу добавляю сахарную пудру, мягкое сливочное масло, сгущенное молоко, творожный сыр и ванильный сахар с натуральной ванилью. Ванилин не рекомендую использовать, он может дать горечь. Выбирайте для Пасхи натуральный творог с жирностью более 9%, не слишком крупинчатый и не кислый. Пробиваю массу блендером. Должна получиться очень гладкая, глянцевая, однородная масса. Чем лучше измельчите творог, тем нежнее получится Пасха. Покажу поближе ее текстуру. Взбиваю сливки до мягких пиков и примешиваю к массе. Растапливаю желатин и, чтобы уравновесить температуру, добавляю несколько ложек творожного крема. Перемешиваю и выливаю к общей массе. Венчиком все хорошо размешиваю. Перекладываю творожный крем в кондитерский мешок, так удобнее будет равномерно распределить крем по форме. На дно формы выкладываю крем и добавляю часть цукатов. Снова заполняю форму частью крема и выкладываю цукаты. Ложкой слегка вдавливая их в крем. И так повторяю несколько раз. Я полностью заполнила формы творожным кремом и цукатами. Выравниваю шпателем верх формы и закрываю пищевой пленкой. Убираю форму в морозильную камеру не менее чем на 12 часов. Чтобы легче было извлечь Пасху из формы, не повредив орнаменты, она должна быть хорошо заморожена. У меня осталось немного массы, и я приготовлю еще небольшие Пасхи в силиконовых формочках для кексов. По такому же принципу, как с большой Пасхой, выкладываю слоями крем и цукаты.
Выравниваю и убираю в морозильную камеру. Чтобы хорошо застыть, небольшим пасхам достаточно 4-5 часов. Приготовлю крем для декора. К холодному творожному сыру добавляю сахарную пудру и холодные сливки, взбиваю до пышной массы и вливаю растопленное, не горячее сливочное масло. И снова хорошо перемешиваю. Получился вот такой крем. Часть крема я переложу в кондитерский мешок для декора маленькой Пасхи, а часть оставлю для большой. С помощью кондитерского мешка украшаю верх маленькой Пасхи кремом. Цукаты из манго я нарезала на тонкие полоски и декорировала кремовую шапочку. Орехи с помощью кисточки покрываю золотым пищевым красителем. Выкладываю орешек наверх кремовой шапочки. Посыпаю рубленой фисташкой. Если у вас нет фисташки, ее можно заменить на тыквенные семечки. Большую пасху извлекаю из морозильника, даю постоять минут 10 при комнатной температуре, снимаю пищевую пленку и раскрываю края формы. Чем лучше проморожена Пасха, тем легче будет извлечь ее из формы и тем аккуратнее будет орнамент. Размораживать Пасхи следует только в холодильнике. Большая Пасха размораживается обычно за 5-6 часов, маленький за 2-3 часа. Оставшийся крем растапливаю в микроволновой печи импульсами по 15 секунд. Должен получиться вот такой соус. Поливаю соусом по краям Пасхи, стараясь, чтобы соус не попадал на рисунок. Украшаю верх Пасхи цукатами, орехом пекан и посыпаю рубленными фисташками. Вот такие красивые и очень вкусные Пасхи у меня получились. Готовить их очень просто и совсем не сложно. Обязательно приготовьте эту Пасху, и я уверена, вам очень понравится этот рецепт, и она будет вас радовать каждый год на этот прекрасный светлый праздник. А сейчас покажу, какая она внутри. Посмотрите, какая нежная, очень мягкая, творожная. На вкус буквально тает во рту. Еще больше вкусных и интересных рецептов вы найдете на моем канале. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.